Уже несколько раз в роликах я обещал, что мы как-нибудь обязательно проверим в действии все помощники и все, что нам предлагает шасси Mercedes-Benz Sprinter. И вот сегодня этот день. С левой стороны руля у нас расположена панель, которая как раз отвечает за все основные помощники. Небольшой сенсорный джойстик, с помощью него мы можем пролистать информацию на экране, который у нас расположен на приборной панели. Но нас больше всего интересует, конечно же, адаптивный круиз-контроль. Он управляется тоже здесь. Я думаю, что многие знают, что такое адаптивный круиз-контроль, но работает он зачастую по-разному. Часто отключается, не отключается сам или еще что-то. Здесь это практически такой, ну, можно сказать, зачаток автопилота. Мы просто ставим желаемую скорость на трассе, и все. Дальше автомобиль делает все сам. Он старается держать выставленную. Также можем выставить дистанцию, больше-меньше, в зависимости от того, как нам будет комфортно, или от погодных условий. И круиз-контроль сам держит расстояние и старается стремиться к тому, чтобы развить скорость, которую вы установили. Вот сейчас у меня выставлена скорость 120 км в час, но передо мной едет фура, и поэтому автоматически скорость сохраняется 80 км в час. Я убрал полностью ноги с педалей. Вы можете сейчас это увидеть. Вот, все, ноги у меня просто стоят на полу. Я никуда не нажимаю и просто начинаю перестраиваться. То есть я включаю поворотник, перестраиваюсь, и машина сама начинает набирать скорость, чтобы достигнуть заданной мною. А теперь смотри сюда. Увеличиваем дистанцию, и дистанция увеличивается. Не увеличивается. Нет, она увеличивается. Однако при включенном адаптивном круиз-контроле все равно стоит смотреть на дорогу, потому что, например, если вы едете на большой скорости и перед нами резко в полосу еще встроится какой-то автомобиль или, наоборот, там уйдет и что-то будет, какое-то препятствие, система это увидит. Но иногда она видит это не сразу, потому что слишком резко это для нее происходит, и она затормозит, но затормозит очень резко, и вам это может оказаться некомфортным, а в случае с каким-то мокрым дорожным покрытием это может оказаться все-таки фатальным. Тогда как вы, скорее всего, все-таки раньше заметите препятствие и сможете затормозить более плавно. Поэтому может быть, это просто мой страх, но я до конца в этих вопросах ей не доверяю. Я видел, как несколько раз она, на мой взгляд, достаточно поздно реагировала. Но никаких аварийных ситуаций при этом не случалось. Просто случалось достаточно экстренное торможение. Например, вот я перестраиваюсь в полосу, и автомобиль автоматически начинает набирать скорость. Я не касаюсь педалей, у меня ноги вообще вот. Могу прямо так и ехать. Но при этом, если я прямо сейчас перестроюсь в сторону грузовика, машина его увидит и сбросит скорость. Если я ухожу в свободную полосу, мы снова разгоняемся и набираем заданную мной скорость в 120 км в час. Следующий тоже приятный помощник – это система информирования о потере полосы. Пока мы едем ровно и прямо, у нас все хорошо. Но как только мы, например, засмотрелись или стали засыпать и теряем полосу, не включив поворотник, вот, например, таким образом, мы слышим неприятный звук, который информирует нас о том, что и на экране видим соответствующее уведомление, мы видим, с какой стороны мы потеряли полосу. Система работает достаточно хорошо, как адаптивный круиз-контроль, так и распознавание полосы. В дождь, в туман достаточно хорошо угадываются препятствия, видит разметку. Вот мы сейчас находимся в Беларуси, здесь не всегда хорошая разметка, но он ее, в принципе, полосу всегда распознает. Конечно, когда появляется какая-то временная разметка или ее нет совсем, уже система не всегда включается, гаснет зеленый значок на панели, и все, мы понимаем, что машина полосу больше не видит и нас об этом не информирует. Мало того, нас система не просто информирует о потере полосы, она старается нас направить обратно в полосу. Это не особо работает в межряде, но с обочиной это работает. Она слегка притормаживает, машина слегка притормаживает и чуть-чуть направляется обратно. Вот, например, таким образом.
Понятно, что система не сработает, если вы просто резко куда-то повернете или не заметите поворот, но когда, допустим, вы начинаете засыпать за рулем, в принципе, когда устаете, стоит выходить из-за руля, но если все-таки так произошло, или вы чуть-чуть зазевались, и машину повело на обочину или на разделительную полосу, то система вам поможет. Вот. Сейчас машина съехала и вернулась обратно в полосу. Но вот она, когда пунктир, она ее не ведет, она только через сплошную ведет. Сейчас давай еще разок. Видно там, что машина сама возвращается? Следующий помощник нам помогает с дорожными знаками. Система автоматически сканирует знак, установленный на дороге, скорость, и отображает у нас его все время, пока действует знак, на приборной панели. Это удобно, потому что система считывает даже временные знаки. И, например, когда у нас в навигаторе знак не сменился, если не внесено, то система нам покажет именно актуальный сейчас знак. Она ошибается, конечно, тоже, но весьма редко. То есть, когда знак стоит где-то далеко, чем-то скрыт, то, конечно, может не заметить. Но пока что я этого практически не замечал. На бортовом экране вы могли заметить у меня Яндекс.Навигатор. Система русифицирована, Mercedes разговаривает через голосовой помощник на русском языке, мы уже с вами это видели, но Яндекс.Навигатор, конечно же, здесь не установлен, но это и не нужно. Система имеет функцию CarPlay, просто проводом через Type-C соединяем на Android. Android Auto также тоже работает, то есть вы просто подключаете ваш смартфон и сразу же звонки, навигатор, нужные приложения выводятся на экран. Но я думаю, что многие знакомы с системой CarPlay, вот здесь она у нас присутствует. Мало того, прямо вторым джойстиком на руле я могу, ну точнее вот этой сенсорной панелью, я могу управлять даже приложениями через CarPlay. Я могу перейти там в Яндекс.Музыку, в Яндекс.Навигатор, как вы только что видели, например, масштабировать карту. Давайте поговорим про помощники на правой стороне руля. Здесь у нас все для того, чтобы управлять как раз мультимедийной панелью. Здесь у нас, конечно, есть регулировка громкости. Если на колесико нажать, звук полностью сразу отключается. Можем ответить на звонок или сбросить его, вызвать голосового помощника, открыть избранные какие-то контакты. С помощью этой кнопки мы переходим на домашний экран мультимедийной панели или возвращаемся на один шаг назад. Ну, а это как раз и есть интерактивная панель сенсорная, с помощью которой мы управляем самим экраном. Сенсорный джойстик или сенсорная панель с левой стороны управляет у нас экраном на приборной панели. Здесь мы можем посмотреть, например, текущий расход, какие-то еще дополнительные параметры, сколько у нас осталось топлива. И, например, тоже можем здесь отобразить текущую скорость. Кроме стрелочки, может быть еще вот цифровой экран. Также мы можем на этот экран вывести, например, навигацию или посмотреть какие-то еще вспомогательные системы. Мы можем вот раз открываем навигацию, и если она у нас запущена, то мы здесь видим стрелочку прямо с направлением, куда нам поворачивать. Есть еще один помощник, он помогает нам стабилизировать автомобиль в случае, если резкий порыв ветра нас, например, начинает сносить, или мы на большой скорости прошли и попали в какой-то воздушный мешок, создаваемый большой фурой. Сейчас я вам это продемонстрировать не могу, потому что у нас штиль и ничто мне не мешает. Но несколько раз я уже столкнулся с ним. То есть просто как только случился какой-то резкий воздушный поток, у меня загорался соответствующий значок на приборной панели, и я чувствовал, как автомобиль притормаживает нужными колесами, чтобы сохранять свое положение, оставаться в полосе. Поэтому, когда выбираете автодом, обязательно думайте, какие вещи для вас приоритетны. Это канал «Яхты на колесах». Меня зовут Антон Муравьев. До новых встреч. Пока.